Привет, друзья! В этом видео я вас хочу поздравить с наступившим 2023 годом. Я знаю, что вы все ждете от меня новых видео, и рада вам сообщить, что я тоже с нетерпением жду и готовлюсь к новому сезону на YouTube. Знаю, что вы ждете видео про падежи, и я уже пишу план нового видео, так что все будет. Ну а сегодня я просто хотела вас поздравить с Новым годом. Сегодня у нас 14 января, и в России, может быть, вы знаете, это Старый Новый год. Очень странное название, Старый и Новый. Почему так? Потому что раньше, до революции 1917 года, наша страна жила по другому календарю, по юлианскому календарю, который на 2 недели отставал от григорианского календаря. Так что по старому стилю, по стилю Российской империи, сегодня как раз наступил Новый год. Кто-то в России отмечает этот праздник, для кого-то это просто обычный день. Но так как мне не удалось поздравить вас раньше, я хочу сделать это сегодня. Я думаю, вы все согласитесь, что прошедший год был очень трудным для всех, для всей планеты. И я надеюсь, что Новый год принесет нам больше приятных новостей, радостных новостей. Я хочу, чтобы в нашем мире наконец-то настал мир, наконец-то настало благополучие, чтобы люди могли просто радоваться жизни, жить со своими семьями, растить детей, работать, трудиться, ну и, конечно же, отдыхать, хорошо проводить время, просто радоваться жизни и не думать ни о каких катаклизмах, войнах, кризисах. Я искренне верю, что такой день настанет. И если мы все с вами будем в это верить, то наша энергия как раз-таки поможет этому осуществиться. Для меня тоже прошлый год был довольно сложным, как и, можно сказать, последние 3 года, а в более широком смысле даже последние 7 лет. Но все, что не делается, все к лучшему. И сейчас я чувствую, что я возрождаюсь к новой жизни. У меня появились новые интересные занятия, увлечения, о которых я, конечно же, расскажу вам, потому что на самом деле я очень соскучилась по Ютубу, я очень хочу делиться с вами своими новостями, своей жизнью и, конечно же, делать новые уроки, заниматься творчеством. Сейчас просто такое время немножко переходное, и мне нужно войти в какую-то колею, и тогда я думаю, что все пойдет легче, и мы с вами будем видеться чаще, я очень на это надеюсь. Напишите мне, как у вас дела,
что нового произошло в вашей жизни, как вы отметили Новый год, как вы отметили Рождество. Есть ли среди вас православные христиане, которые отмечают Рождество так же, как мы в России 7 января? Напишите просто любые новости, мне будет приятно знать, что происходит у вас в жизни. Напишите, какие успехи у вас в изучении русского языка, мне тоже очень интересно. Может быть, вы нашли какие-то новые ресурсы, где вы изучаете язык. Просто поделитесь своими новостями. Мне будет очень приятно получить от вас весточку. Ну и так как сегодня праздник, и вообще у нас в России еще новогоднее настроение, люди только в этот понедельник вышли на работу, потому что вы знаете, что у нас длинные новогодние каникулы в стране. С 1 до 8 января мы отдыхаем. То есть так как праздничное настроение у нас еще в России присутствует, я хочу сделать вам подарок и снова сделать скидку на мои курсы. Эта скидка будет действовать до 20 января. 20 января — это день рождения моей мамы, поэтому вот такая символичная дата. Эту неделю, почти неделю, да, будет действовать скидка, очень большая скидка на курс для новичков и на мои MP3 с вокабуляром. Поэтому не упустите свой шанс, если вы все еще не начали серьезно изучать русский язык. Это ваш шанс. Новый год, новое начало. Давайте сделаем это вместе. Ну а те, кому интересно, как прошел мой песенный конкурс, мое выступление, смотрите видео до конца. Прямо сейчас вы узнаете. Еще раз с Новым годом! Счастья вам, здоровья, всего самого-самого хорошего! Чтобы в вашей жизни была гармония, радость, хорошее настроение, любовь. Я желаю вам много-много любви. И увидимся в новом видео. Пока-пока. Que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me quedo en la mitad. Por eso puedo